мой дарлинг, с вами Симона, и мы с вами продолжаем читать, играть нашу любимую музыкальную новеллу Love Money Rock'n'Roll. Рок-н-ролл уже, можно сказать, просто на кончиках наших пальцев. И, насколько я разбираюсь в материале, в прошлой серии мы встретились с каким-то чуваком, которого зовут не то Эд, не то еще каким-то образом. И он как-то тоже связан с музыкой, и почему-то мы что-то с ним растринделись, не знаю, зачем вообще, кто он такой, что он там нам принесет, но давайте же продолжим. Представить Зетфилс обычной подростковой группой за репетицией которой не следят неулыбчивые господа в черных костюмах. Что-то я пропустила из предыдущего. А ведь действительно, если бы Элли не была настоящей наследницей Кобаяши Корпорейшн, настоящей наследницей, как я, сказала. Короче, вы поняли, вы все поняли. Убери из моей жизни также Кэтрин, КГБ. Господи, я не понимаю, я каждый раз почему-то ору дурниной с созвучности вот этих вот КГМ и КГБ. Неужели я бы отказался? Вообще не помню, что ему предлагали уже, если честно. Если бы все было так просто, говорит Николай. Да, точно, его и отзовут. А что тебе мешает? Стоп! Он поднял руку, не давая себя перебить. Вот представь себе лет через 50. Ты оглядываешься назад на свою жизнь, и что ты хочешь там увидеть? Человека, который только и делал, что сомневался? Для начала мне хотелось бы там увидеть живого человека. Вот тут, конечно, никакун зрит в корень прям. Но знать, насколько все сложно, Эду ни к чему. В конце концов, ведь дело только в том, чего хочешь ты сам. Чего хочу я. Ладно, мне уже пора. Просто подумай над моими словами, над словами рандомного челика. Подумай, пожалуйста. Он еще раз крепко пожал мне руку и скрылся в толпе. А я еще некоторое время просто стоял на пороге магазина, не решаясь зайти. Продавец: уважаемый клиент, вы мешаете? Что-то я подумала, что это такой какой-то манерный продавец. Вежливо вывел меня из раздумий работник магазина. «Извините», — отозвался я и, наконец, перешагнул через порог. Многоточие. О, освещение поменялось. Я шел домой с ощущением только что открывшегося мне инсайта. Не знаю, что на самом деле случилось с басистом Зетфилс. Уехал он с родителями в Киото или еще что. А что, разве есть какие-то предпосылки к тому, чтобы сомневаться, что с ним случилось? Его ликвидировали эти в черных костюмах, которые за Элли следят, да, потому что он им не нравился очень сильно, и они такие его мочканули где-то за углом. Да-да, он с родителями уехал. Ну, к чему это? Ну, просто он уехал. Что еще с ним могло случиться? Но очень сомневаюсь, что Кагемару закопал его в лесу. Ну вот именно, причем здесь это-то? Почему вообще? Откуда эти сомнения? Почему тогда не всю группу разом? Если даже Кобаяши Джун и хочет, чтобы Элли прекратила играть рок-музыку, то убивать ее музыкантов – плохое решение. Да, это, знаете, такие просто 5 единственных в Токио музыкантов, и если их мочкануть, то все, как бы Элли играть не будет больше. Это, конечно, ни в коем случае не означает, что мне можно просто наплевать на его предостережение. Однако речь все-таки идет о моей жизни. И именно о жизни, а не о существовании. Я могу поступить благоразумно и отклонить предложение Элли, спрятаться от опасности и пойти дальше, закрыться в своем доме и сидеть, пока не закончится еда. Уверен, и КГБ, и Кобаяши Корпорейшн вскоре поймут, что затворник им не угроза. Ой, прекрасно. И что потом? Так я с большей вероятностью смогу избежать неприятностей, но останется ли в моей жизни что-то, чем стоит дорожить? После того, как я фактически отпустил Кэтрин и перепоручил ее Майклу, я сейчас тебе втащу. Насилие это плохо, но видит Бог. Я не выдерживаю этого всего уже. Телефонный аппарат стоял на том же месте, что и всегда, и смотрел на меня с холодным безразличием. Я же не решался взять трубку. В смысле, а что, он звонил? Да к черту! Ответили мне очень вежливо и даже как-то по-деловому. Кто?
Наверное, дворецкий. А, он Элли позвонил. Очень странно. Было очень непонятно из этих слов, что он начал кому-то звонить. А можно Элли-сан к телефону? Прошло, по крайней мере, несколько минут, и я уже представлял себе, как он идет по бесконечным коридорам старинного замка, поднимается по винтовым лестницам, держа в руках подсвечник с тускло горящей свечой. Какие-то у него все равно европейские представления о том, как живут богатые люди. Это аж Япония. Мне кажется, у них там были как-то не в чести винтовые лестницы-то. Ну, возможно. Ну, откуда же я знаю, да? Алло. Из трубки донесся голос Элли, и вся эта иллюзия растворилась, как зефирка, которую случайно уронили в чай. «Привет, это я, то есть Ник». «О, привет, Ник, уже надумал?» Насчет этого я волновался не только потому, что сам звонил в дом Кобаяши Джуна, который еще утром угрожал мне. А это все тот же самый день? Не только потому, что звонил Элли, но в основном от того, что мне предстояло сказать. Знаешь, я подумал и все взвесил. На самом деле, едва ли. Мое решение было скорее спонтанным. Просто в одно мгновение пришло ощущение, что так поступить будет правильно, но нельзя поступить никак иначе. В общем, я согласен. Здорово! Тогда завтра приходи на репетицию в 12 часов. Совсем не удивилась она, как будто так и надо. Хорошо, да. Тогда до завтра. Счастливо! Я повесил трубку и выдохнул. А может, ну его? Да что ты, блин, никогда не... Ну не хочешь, ну сказал бы, что не хочешь. Начинается вот это. Ой, я согласился, а может не надо, а может ну его, может ну тебя. Позвонить завтра утром и отказать? Да откажись. Вот как ты описал, вот и сиди дома в затворниках. Сиди, никто тебя вообще не заставляет. Задолбал уже всех ты. Сказать, что возникли срочные дела, сказать, что буду травить дома клопов. Так когда ты травишь дома клопов, тебе как раз-таки надо куда-то свалить. Ты что, этим дышать собрался всем? Хотя, в принципе, с его восприятием мира ничего не случится. Он и так, мне кажется, как будто, блин, надышался чего-то. Что отринул оценочное восприятие и собираюсь удариться в буддизм. Как буддизм мешает музыке, тоже нам никто не скажет, естественно. Наверняка я бы так и подумал, отговорки до глубокой ночи. Придумывал отговорки до глубокой ночи, но тут телефон зазвонил сам. «Алло?» – с опаской ответил я. Вдруг это Элли передумала. «Кагаме, это ты весь день трезвонил? Ага, значит, вы слышали, что вам звонили, а что вы трубку-то не берете?» Еще недавно я был бы рад услышать этот вечно недовольный голос, но сейчас он показался мне каким-то сюрреалистичным, совершенно неуместным в данной ситуации. Что, так сложно было трубку взять? У меня есть и другие дела, кроме как с тобой разговаривать. Охотно верю, но ты же в ресторане не одна. У нас был санитарный день. Вот, потому что они уходят оттуда, понимаешь? Они не дышат хлоркой и всякими другими вещами. После некоторой паузы ответила она, и уверенности в ее тоне поубавилось. Впрочем, это вполне могло оказаться правдой. В любом случае, нам надо поговорить. Завтра. Хорошо, давай завтра. Во сколько и где? Я сама тебя найду. О, это страшная женщина. Вообще-то, у меня завтра планы. До ночи. А ты хочешь встретиться ночью? До завтра. Коротко произнесла она и повесила трубку. Ну вот, и как общаться с таким человеком? Ей самой надо реально в КГБ работать. Просто... Завтра там жду. Нет, не жду, я тебя найду. Я сама тебя найду. Однако этот разговор напрочь выбил у меня из головы мысли о том, чтобы отказаться от репетиции. Схожу завтра, посмотрю, как там и что, а уж потом видно будет. Так ты уже видел, как там и что? Ты забыл? Или ты не знал? Наверняка дед не шлепнет меня из-за одного раза. Да, был уже один раз, алло. Алло! До глубокой ночи я мучил бас, вспоминая партии, которые играл вчера вместе с Зетфилс. Под конец низкие частоты начали действовать на меня как гипноз. Я отложил бас и, не раздеваясь, лег в кровать, накрылся одеялом и тут же заснул. Так и встретил новый день, а конкретно 20 сентября 1987 года. Нет, отказываться в натуре было вообще бессмысленно. А к чему тогда название игры? Если бы мы отказались от... Да, наверное, не было такого варианта отказаться. Ну, правда, это было бы тогда странно.
Почему тогда рок-н-ролл в названии для некоторых игроков? Мне снилась музыка. Иногда такое бывает. Ты сидишь за роялем и играешь какую-то прекрасную мелодию. Я не умел играть на пианино, но во сне все давалось так легко, как будто я занимаюсь этим всю жизнь. Одна проблема. Когда ты просыпаешься, то не можешь вспомнить ни ноты. Этим утром весь мир казался каким-то нереальным. В моей жизни никогда не происходило особенно примечательных событий. Родители привезли меня в Японию, когда мне было еще слишком мало лет. Нельзя же считать чем-то выдающимся наши отношения с Кэтрин. В жизни большинства подростков случаются те или иные романтические переживания, и уж точно каждый считает, что вот его любовь особенная. Но играть в группе, да тем более в такой, я с трудом мог объяснить даже сам себе, чем же так уникальный Зетфилдс, кроме того, что там играет Элли. Впрочем, этого и не требовалось. Первая группа – это как первая любовь. Но я могу только на слово поверить, я не знаю. Я умывался, одевался, готовил завтрак и ел с мыслями о предстоящей репетиции. Это, я надеюсь, в выходной вы не прогуливаете школу, а? Дармоеды! По крайней мере, на сегодня можно было забыть о корпорации и КГБ, и КГМ до вечера, видимо, она нас ночью найдет. Стоит ли мне брать свой бас, если у них там есть и получше? Я долго смотрел на гитару, но в итоге сдался. Извини, дружище, другой раз. Многоточие. А можно было на всякий случай просто с собой взять, им показать, они бы тебе подсказали, как лучше тот взять или на этом играть. Они-то, наверное, получше разбираются, возможно. Вот, как-то. Я бы взяла. На всякий случай, а чё? Он тебя утянет? Нет, я не думаю. Я бы приперла. Похвастаться. На реп-базе я подошел к реп-базе я подошел в половине 12-го, но дверь уже была открыта. Уже тусуются. Внутри оказались Ишида и Мицуёши. Теперь их еще имена запоминать, как читаются. Привет, значит, все-таки решил к нам присоединиться? Да, если позволите. Зачем тебе наше разрешение? Как принцесса скажет, так и будет. Принцесса? Они переглянулись и глупо засмеялись. Вообще никаких догадок, про кого это может быть речь. Наверное, про принцессу Диану. Да, знаешь, мы иногда Эл так называем. Вот как? Молчание затягивалось. Я решил свой бас не брать. Это ничего? Ничего, тебе же вчера удобно было играть на нашем. Вполне. И хорошо тогда. За дверью послышали шаги, и в комнату вошел Токио Райдер. Я ровно ни секунды не сомневался, что этим утром встречу тебя здесь. Мы все тоже надеялись, что ты придешь. Просто сегодня я в настроении. Или потому что у нас репетиция. Вчера в обществе этих ребят я никак не мог расслабиться и чувствовал себя человеком, случайно забредшим на чужой праздник. Вряд ли кто-то обратит на тебя внимание. Ты даже можешь налить себе выпить или завести с кем-то разговор, но всегда будешь знать, что тебе здесь не место. Однако сейчас ощущения изменились. Я понимал, что если меня и встречают с распростертыми объятиями, то уже как минимум... не встречают с распростертыми объятиями, то уже как минимум не считают чужаком. О боже, это что вообще за модница такая пришла? Примерно в 12:30 пришла Элли. Извините, что опоздала. Ник, привет, рада тебя видеть. Привет, я тоже рад. Смотря на нее, я вдруг ощутил, что и в наших отношениях тоже что-то изменилось. Да, она поздоровалась, хотя вроде здоровалась и до этого... Не знаю. Теперь мы не просто люди, которые учатся в одной школе, но коллеги по группе. Интересное умозаключение, главное, очень глубокое. Подойду ли я им? Смогу ли вписаться в коллектив? Хватит ли мне способностей? Конечно, время покажет, но сейчас я готов приложить все усилия, чтобы подольше оставаться вместе с ними. Ладно, давайте начинать. Чего стоим? Для начала мы сыграли ту же песню, что и вчера. Мои домашние репетиции не прошли даром, и сегодня я попадала по струнам куда увереннее. После нескольких прогонов Мицуёши сказал... Мицуёши, да. Совсем другое дело. Пару раз мне казалось, что Элли во время игры как-то странно смотрит на меня. Возможно, всему виной обостренное восприятие и сосредоточенность на инструменте.
Она показала мне партию из еще одной песни, и эта партия оказалась сложнее, но в целом в пределах моих нынешних возможностей. Пока я сидел в уголке и разучивал ее, остальные играли кавера. А кавера или каверы, правильно говорить? Ну, это вообще не русское слово. Мне кажется, как хочешь, так и говори. На разные западные хиты. О, вот это я знаю! Кое-где и мне удалось поучаствовать. Репетиция продолжалась без перерыва несколько часов, и, откровенно говоря, я прилично устал. Или же наоборот, как будто даже не вспотела. Ну вот Токио Райдер извлек из синтезатора звук, похожий на сирену, и заявил: «Обед!» Ну, обед так обед, пожал плечами Ишида. Мицуёши встал из-за барабанной установки и вытер пот со лба. Вот он точно заслужил право отдохнуть. «Где вы хотите пообедать?» «У меня...» Я забыла ударение. «Бенто». Наверное, бенто. «У меня тоже. На меня даже не смотрите». «Ник?» «Нет, я сегодня без бенто». «И я. Тогда пойдем найдем какой-нибудь ресторан или типа того». «Пойдем?» Многоточие. То есть они будут жрать как бы с собой обеды принесенные, а мы пойдем в ресторан втроем. Мы поели довольно посредственного на мой вкус рамена, и я очень удивился. Во-первых, что Элли вообще такое ест, а во-вторых, что ей понравилось. «Ты сегодня какой-то тихий», — сказала она на обратном пути. «Да, просто сосредоточен». «Сосредоточен» — какое дурацкое слово, или у меня дурацкий рот. Да, просто сосредоточен на музыке. Не хочу, чтобы мы... не хочу, чтобы меня выгнали после первой же репетиции. Надеюсь, дело не в дедушке. Знаешь, врать не буду. Сложно делать вид, что ничего не произошло после того, как тебя на ковер вызывает глава Кобаяши Корпорейшн. «Но ты ведь пришел сегодня», – мечтательно сказала она и заглянула мне в глаза. «Да, я пришел сегодня». Не хотелось уточнять, почему именно. Да, я и сам до конца не понимал. «Надеюсь, дедушка больше не будет лезть к тебе. А если будет, обязательно скажи мне. Обязательно». Ай, как хорошо. Идиллия просто. Мы вернулись на базу, где Ишида перестраивал гитару, Мицуёши кимарил, прислонившись к стене, а Киото... Киото, шо это? Другая столица. Токио... Райдер листал автомобильный журнал. Ну, наконец-то, мы уж думали, вы и не вернетесь. Ишида, прояви деликатность. Деликатность? Ну, хватит, засмущалась Элли. А сколько обычно вы репетируете по времени? Когда как? По выходным бывает и до вечера. Многоточие. Такой... Я не готов до вечера. Через час непрерывной игры у меня появилось чувство, что еще секунда, и я потеряю сознание от напряжения. Через 1,5 открылось второе дыхание, а через 2 я словно слился с бас-гитарой. Ее гриф стал продолжением моей левой руки, и вот я уже не зажимаю лады, а свободно сгибаю и разгибаю пальцы, и инструмент послушно отзывается нужным звуком. Поначалу я внимательно следил за ритмом, стараясь не допустить ошибки даже в миллисекунду, но сейчас правая рука дергала струны, как хорошо отлаженный автомат. «Ты не пробовал играть медиатором?» Типа пальцы сотрет сейчас. Спросил меня в один из редких перерывов Ишида. Пробовал, но мне кажется, что звук получается каким-то искусственным, когда сам не чувствуешь струны. Ну, может быть. Ну и разнообразия больше. Если это нужно для... Да нет, и так звучит круто, улыбнулся он. Многоточие. Когда мы наконец закончили, уже действительно наступил вечер. Таким уставшим я не ощущал себя даже после многочасовой игры в футбол. Всем спасибо, и я полетел. Первым рэп-базу покинул Токио Райдер. Мне тоже пора. До скорого. И мне. Мицуёши и Ишида ушли вместе. Куда все так спешат? Ни на что не намекая, заметил я, но Элли тут же покраснела. Наверное, у них дела. Пойдем? А пойдем. Мы вышли на улицу, и яркий свет фонарей на контрасте с ночной темнотой на некоторое время ослепил меня. Непривычно? Немного. Ничего, привыкнешь, надеюсь. Знаешь, Ник, я тебе очень благодарна. Мы бы не смогли за такое короткое время найти басиста. Честно говоря, мне в это верилось с трудом. В кармане лежала свернутая пополам пачка нотных листов с партиями новых песен. Если они рассчитывают, что я смогу их выучить до следующей репетиции, то мог бы любой.
А, что я, то мог бы и Люба. Ага, ну поняли. Это судьба, ухмыльнулся я. Судьба? Ну, сама посуди. Буквально неделю назад я впервые увидел выступление Зетвиллс, и вот уже сам стал вашим басистом. Судьба, мечтательно протянула она. Ты веришь в судьбу? На самом деле нет. Мне ближе концепция, что наши собственные поступки определяют будущее. А я никогда об этом не задумывалась. Да и правильно. Лучше направлять свои усилия вовне. Вот именно! Твои бы слова, тебе же самому бы в уши. Только, блин, вот эти на внутренние диалоги какие-то способен. Постоянный, блин, сдолбал вообще, сколько можно. А вообще про судьбу. Я, кстати, вот буквально вот на днях задумывалась. И мне тоже не нравится концепция, что типа, вот что бы ты ни сделал, все приведет к одному и тому же сценарию, к одной и той же развязке, что типа тебе вот на роду написано вот так-то, так-то, и вот так-то, так-то и будет. Как-то как будто бы хочется управлять своей жизнью. Хочется как-то верить в то, что действительно именно твои поступки определяют твое будущее, там, твое какое-то благосостояние, там, и так далее. Короче, интересно. А вы вот верите в судьбу? Напишите в комментариях. В комментариях очень интересно, потому что я разговаривала об этом вот с подружкой, у нее немножечко другое суждение на этот счет. Не знаю. Но с другой стороны, некоторые недавние события наталкивают меня на мысль, что может и действительно не так уж сильно мы владеем вообще вот этим вот всем. Ладно, ты такой умный, просто обосраться. Я на мгновение сбился с шага и посмотрела на нее, но так и не понял, ирония это или нет. Горе от ума. Что? Есть такая книжка русского писателя 19 века. Не читала. Этот разговор шел куда-то не туда и в любой момент был готов заглохнуть. У меня не возникло бы таких проблем в общении с Химицу или Кэтрин. С Кэтрин у тебя, по-моему, дохрена проблем, если честно. Наверняка и с Кагаме тоже. Мы бы были слишком заняты выяснением отношений, чтобы находить время на молчание. И почему, когда ты знаком с человеком всего ничего, каждая затянувшаяся пауза создает подобную неловкость? Значит, следующая репа в среду совсем немного времени. Уже трусишь? Наконец ухмыльнулась она, и я сразу почувствовал себя лучше. С такой Элли проще общаться, чем с мечтательно задумчивой. Мне объективно далеко до вашего уровня игры, ты должна это понимать. Когда-то я не умела играть. И что, научилась за 3 дня? Допустим, 1-0 в твою пользу. Это не соревнование. Почему же? Если хочешь преуспеть в чем-то, всегда полезно иметь ориентиры. Я, собственно, лично видел, как играет ваш басист, и ответственно заявляю, что я в ближайшее время так не смогу. Может быть. И даже не будешь спорить, Ямада уехал в Киото. Чего теперь говорить? Ты как будто, я не хочу показаться грубым, но ты как будто совсем не сожалеешь. Он не так долго с нами играл, мы не успели поближе узнать друг друга. Расскажешь? Элли вздохнула и остановилась. Где-то с полгода назад нашего прошлого басиста позвали в группу посерьезнее. И он долго извинялся, но в итоге, ты знаешь, как это бывает. Это небось был этот Эд! Я кричу вам, это был вот этот Эд, это 100%. Иначе я вообще не понимаю, нахрена они его ввели. Мы расклеили по клубам объявление о поиске басиста, и почти сразу нашелся Ямада. Все просто. Или ты ожидал услышать какую-то более детективную историю? Тебе определенно не везет с басистами. Или им со мной. Мне точно повезло. Она удивленно посмотрела на меня и покраснела. Ты всем девушкам такое говоришь? Поверь мне, золотая моя, нет. Только если они мне нравятся. Никакун. Это что за самодеятельность? Я такого не советовала тебе делать. Я тебя оставляю одиноким одиночкой. Ты что тут вообще устраиваешь? Ответил я на автомате. А вот и на автомате. Ты думай в следующий раз вообще. И у меня спрашивай. Я тут решаю вообще-то. В самих словах не было ничего такого. Я мог сказать подобное Химицу или Кэтрин, да в принципе любой другой девушке. Ой, вообще, прям все тебе нравятся просто. Но Элли, существовала целая уйма причин не говорить этого. Как минимум она внучка человека, с которым лучше не портить отношения, а именно этим я в данный момент и занимаюсь.
Извини, если я... Ничего, все в порядке. Нет, серьезно, я не хотел. То есть, я тебе не нравлюсь. Нравишься, конечно, просто я не в том смысле. А в каком тогда? Я огляделся по сторонам, чтобы только не смотреть ей в глаза. А куда мы вообще идем? Не знаю. Как ты, а я домой. Вот прямо так, пешком. Меня заберут на машине около станции. Тогда я провожу. Неловкий разговор замялся сам собой. Здравствуйте. Мне все равно кажется, что тебе неудобно рядом со мной, сказала Элли, когда... Ой, наконец-то закончилась эта песня. Очень тяжело. Сказала Элли, когда мы дошли до станции. Это из-за дедушки, я понимаю, но все же, конечно, она права, но я чувствовал, что есть здесь что-то еще. Если бы внучка Кобаяши Джуна оказалась не такой симпатичной, если бы она не играла на гитаре, если бы она не была Элли... Боже, как романтично! Да ладно тебе, я же здесь. Мы только что целый день репали до кровавых мозолей. Все окей. Не думаю, но надеюсь, со временем все будет окей. А сейчас мне пора. Пока. Улыбнулась она на прощание. О, такого фона не было еще. Мопед стоит. У меня теперь... После жизни во Вьетнаме, даже не после, во время жизни во Вьетнаме у меня теперь, эти мопеды — это психологическая травма. Все будет окей, ворчал я на пути домой. Ей-то легко говорить, с ней точно все будет окей. Меня как будто сотрясало артишоками. Так бывает, ты, очертя голову, бросаешься в какое-то опасное предприятие. Все происходит относительно без потерь, но только потом ты по-настоящему понимаешь степень риска. К сожалению, в моем случае все только начинается. Если люди Кобаяши Джуна по-прежнему следят за репточкой, а они следят, нет причин считать иначе, то они уже наверняка доложили своему хозяину, что я не внял его предостережением. Остается только ждать его реакции и надеяться, что он хоть немного подумает о чувствах своей внучки. Однако странным образом сейчас меня это волновало куда меньше, чем по идее должно бы. Офис Кобаяши Джуна на 100 каком-то этаже оказался чем-то невероятно далеким, а Элли такой близкой и манящей. Считается, что человек воспринимает себя в будущем примерно так же, как он воспринимает посторонних людей. Ну да, это же будешь уже как бы не совсем ты. То есть, думая о том, что может случиться со мной через неопределенный промежуток времени, а может не случиться вовсе, я фактически представляю другого человека. А Элли, вот она совсем рядом. Мы завтра увидимся в школе. Так завтра будет уже завтрашний Никакун. Если я правильно поняла концепцию того, что ты говоришь. С другой стороны, эта безбашенная позиция наверняка не доведет меня до добра. Однако добро, как и зло, относительны. Продолжать жалеть себя и страдать по Кэтрин. Разве это лучше? Да уже отстань от нее, действительно. От воспоминаний о Кате сердце вдруг замерло. Или замерло. Не знаю, замерло, как будто бы типа литературнее, как будто бы звучит, но, возможно, это неправильно. Вновь появилось желание в очередной раз поговорить с ней и что-то выяснить. Непонятно только что. Да потому что ничего вам не надо уже выяснять, угомонись. Наконец за поворотом показался мой дом, и я с облегчением вздохнул, как будто вернулся из долгого странствия. Вот бы сейчас просто поспать, полежать. Вот она, блин, она просто как... Я на самом деле, это сиранула вообще. Откуда она там взялась? Я думала, это призрак какой-то, господи. Все, мне нужен перерыв. А еще мне нужна превьюшка. Чё за беспредел? Чё нету превьюшек никаких? Но на крыльце сидела и смотрела на звезды Кагаме. Да, она действительно вчера обещала, что сама меня найдет. Но опять же, вчера я думал о себе сегодняшнем, как о другом человеке. Давно ждешь? А ты не спешил. Если бы ты заранее предупредила, мы бы могли договориться на определенное время, и тебе бы не пришлось ждать. Ничего, сегодня у меня выходной. Сегодня у всех выходной, воскресенье. Но вообще-то ресторан как бы кормит людей в любой день. А для ресторанов самый наплыв гостей. Ну да, я забыл, что ты еще в ресторане помогаешь. Кагаме ухмыльнулась и встала. И где же ты был? А это важно? Наверняка с Кобаяши тусовался. Ты же сама хотела, чтобы я больше общался с ней. Пригласишь меня войти?
Почему-то сегодня она вела себя как куда увереннее, чем обычно. Нет, скорее даже более нагло. После того, как целый день провел в обществе Элли, такой контраст вызывал лишь раздражение. Не на улице же стоять. Кагаме зашла как к себе домой, сняла обувь и, не обращая на меня внимания, проследовала на кухню. Не знаю, почему я танцевать начала. «Пожалуйста, располагайтесь, чувствуйте себя как дома», – проворчал я. А чё уже церемониться-то, господи. На кухне она также по-хозяйски открыла холодильник и некоторое время изучала содержимое. «Кушайте, кушайте, второй бутерброд с маслом я не считаю». Чего? Ничего. Как работница общепита, мне искренне жаль тебя. О чем ты хотела поговорить? Не скрывая раздражения, спросил я. Если речь о твоем отце, то не волнуйся, я все помню, и от обещания помочь не отказываюсь. Если бы ты еще бы ты отказывался, но я пришла не за этим. А зачем тогда? Я хотела тебя поблагодарить. Вот уж неожиданность. Я притворно всплеснул руками. Нет, вообще-то это действительно неожиданность, если что. Чем обязан такой чести? Если бы ты не спровоцировал тот конфликт, то моя проблема так, наверное, никогда бы и не решилась. Конфликт? Ты про Кавашиму и Асакуру? Да. И что с ними? Теперь все в порядке, я разобралась. Надеюсь, они живы. Разобралась? Как? Разве это важно? Это очень важно. Просто интересно. Ты пришла только чтобы сообщить мне об этом. Без подробностей. В таком случае хватило бы и телефонного звонка. Разве не приятнее получать благодарность лично? Возможно, от кого-то другого. Ах ты гнида! Ну уже сбавь уже обороты-то. Она и так над собой усилия сделала, чтобы нормально себя вести. А ты теперь еще ее провоцируешь опять тоже на гниль какую-то. Такой ты человек, вот такой ты неприятный все-таки, не знаю. Ах, значит, я для тебя недостаточно хороша. Наконец возмутилась Кагаме и вновь стала с собой. Я этого не говорил, но почему-то мне кажется, что тут есть какой-то подвох. Ты же не рассказываешь, где был сегодня? Почему я должна? Нахмурилась она и отвернулась. Ну, наверное, потому что не я к тебе пришел и допрашиваю, как ты день провела. Все ясно. Глупо было даже думать, что ты вот именно, да, я даже понимаю. Вы можете не договаривать, я понимаю, о чем вы, девушка. Она вдруг замолчала. Что я что? Ничего! Топнула ножкой Кагаме и, похоже, собиралась уходить. Ладно, подожди. Да, я был с Элли, мы репетировали. Она тут же остановилась и непонимающе посмотрела на меня. Что репетировали? Музыку. Я согласился заменить в ее группе выбывшего басиста. На какой-то момент на ее лице отразился недюжинный мыслительный процесс. «Это хорошо». «Хорошо?» – удивился я. «То есть ты не будешь возмущаться? А с чего бы вдруг ей возмущаться? Да, даже если будет возмущаться, кому не насрать, она нам кто?» «А с чего бы мне возмущаться? Я сама предложила тебе сблизиться с Кобаяши, играть в одной группе куда уж ближе». Только ты не думай, что я сделала это ради тебя. Просто мне правда нравится их музыка и... Ой, вот только не надо оправдываться, ради бога. Меня интересует конечный результат, а не твои желания. И зачем я действительно сказала это? Будто в чем-то перед ней виноват. И ты даже не удивился, что она выбрала именно тебя? Нет, просто другого басиста рядом не оказалось. Неуверенно ответил я. Знаешь, я совсем ничего в музыке не понимаю, но иногда кажется, что на гитаре в Токио умеет играть каждый второй. А даже если не умеет, то ради наследницы Кобаяши Корпорейшн научится. Ты сколько угодно можешь упрекать меня в корыстных мотивах, мне плевать. Мне наплевать, передразнила меня Кагаме и засмеялась. Я рад, что тебе весело. Если это все, выгоняешь меня? Ты меня провоцируешь. Кагаме как будто всерьез нарывалась на ссору. Чувство, что она что-то скрывает, усилилось. Пожалуй, стоило в самом деле просто позвонить. Или лучше вообще промолчать. Такие, как ты, благодарности не заслуживают. И это агрессия. Да, ее не упрекнешь в содержательности, ёперный театр, в сдержанности. Но сегодня она оказалась уж чересчур заведенной. У тебя шизофрения, ей-богу, сходи к психиатру. Вот и схожу. Сразу как найду отца, рявкнула она и ушла. Когда за Кагаме закрылась дверь, я опустился на стул и задумался. Значит, приходила поблагодарить меня. Разобралась с Кавашимой и Асакурой. Но в итоге наш разговор закончился как обычно. Я ровным счетом ничего не понимал, и чем больше старался понять, тем все становилось туманнее.
Нам представляют героя романа на первых страницах книги, а в дальнейшем, как правило, мы узнаем о его прошлом. Я кое-что знал о детстве Кэтрин, легко мог представить Элли до знакомства со мной, но вот Кагаме для меня лично начала существовать только 2 недели назад. Были ли у нее друзья в начальной школе? Влюблялась ли она когда-нибудь? Какое у нее любимое аниме? Ей настолько хорошо удавалось дистанцироваться от окружающих, что в своем же собственном романе она играла скорее второстепенную роль. В натуре, кстати. Так интересно. В итоге я плюнул на все и пошел учить новые партии. Музыка хорошо отвлекала и прочищала голову. Слушай, там реально у него от пальцев, наверное, ни хрена не осталось. Он с 12 часов до темноты играл на репетиции, и сейчас еще придет этими же пальцами, он же медиатор не использует, как мы поняли. Вот это, а существуют какие-то напальчники, может быть, наперстки какие-то для гитаристов? Это же реально трешанина. Я помню, как-то крестиком вышивал весь вечер, я думала, у меня отвалятся пальцы. А тут по металлическим струнам прям типа трение вот это вот целый день. Это ж кошмар. Ужас. Возможно, когда и если я стану профессионалом и смогу играть на автомате, то научусь параллельно думать о чем-то другом. Но сейчас бас требовал от меня буквально всех имеющихся ресурсов и концентрации многоточие. Закончил я уже глубоко за полночь, совершенно без сил, но довольный собой. Прекрасно. Как-то быстро этот день закончился, а мы столько всего сделали, порепетировали, со всеми поругались, как всегда. 21 сентября 87 года. Там было написано сейчас 2000, а мы даже это не увидим в записи, потому что я закрываю с собой. Ну, что-то мне показалось, что там какая-то странная дата. А может быть, мне это напишут? А мне это не напишут, спасибо. Начало новой недели редко вызывало у меня прилив энтузиазма. Мне было 18 лет, и, следовательно, я еще не ощущал неумолимого течения времени. Скорее, окончание очередных 7 дней и начало новых воспринималось как переворачивание исписанного листка в толстой тетради. Сколько ни переворачивай, до конца еще далеко. Ой, с твоими навыками. Я бы не была так уверена, знаете, на 100%, да? Только вот написанное на предыдущих страницах уже не сотрешь. Радовало одно. Сегодня я, возможно, вновь увижусь с Элли. С этой мыслью я быстро вскочил с постели, умылся наспех, позавтракал и отправился в школу. Опа! Что-то ты рано, удивился мне Кёски. И ты тоже. Как выходные провел? Интересно, как он отреагирует, когда узнает, что я теперь играю с Элли в одной группе. От этой мысли по лицу расплылась глупая улыбка. Меня ведь не выгонят раньше. Вижу лучше, чем я, грустно сказал Кёски и вздохнул. Не жалуюсь, но пусть это пока останется секретом. Хочешь максимизировать эффект неожиданности? Скорее, просто не хочу раньше времени привлекать к себе внимание. Привлекать внимание? Мне уже интересно. Он собирался еще что-то сказать, но ему помешал директор, неожиданно появившийся у нас в классе. Вместо первого урока у всей школы будет собрание во дворе. Короче, они нашли, значит, эти тела Асакуры и этой Кавашимы, значит, на заднем дворе. И все. И будут читать лекцию по технике безопасности защиты от Кагаме. Кошмар. Что-то случилось? С тревогой в голосе спросила одна из девочек. Там все и узнаете. По лицу Киямы-сенсея сразу стало понятно, что речь пойдет не об очередной школьной экскурсии. У меня засосало под ложечкой. Как думаешь, что у него на уме? Кёски заговорщически захихикал и толкнул меня локтем. Это никак не связано с твоими секретиками. А то сейчас расскажут, что кто-то в выходные залил помоями кабинет директора. Ей-богу, утром, проходя мимо, я чувствовал странный запах. Да угомонись ты уже. Превью. Минут через 15 во дворе действительно собралась вся школа. Директор взобрался на появившуюся откуда-то кафедру, оглядел толпу, несколько раз откашлялся и начал. У меня сегодня для вас ужасная, но... Да я шутила, когда так говорила, вы чё? Несколько учеников нашей школы вчера трагически погибли.
Точнее, их зверски убили, подло и с особой жестокостью. Кияма-сенсей выражений не выбирал и говорил явно не по бумажке. С первых же его слов во дворе воцарилось гробовое молчание, за секунду сменившее привычные перешептывания и смешки школьников. Я не могу найти оправдание людям, совершившим подобное, но будьте уверены, я за этим прослежу лично, что виновные будут найдены и наказаны по всей строгости закона. Тут он сделал паузу и еще раз обвел взглядом толпу, не останавливаясь ни на ком конкретном. Конечно, я был шокирован, но пока не понял, что именно надо чувствовать. Когда тебе говорят, что самолет, на который ты не успел, разбился, то одной из первых приходит мысль: как хорошо, что я опоздал. Объективно, смерть незнакомых людей вызывает меньше эмоций, чем смерть знакомых. А кто мне эти дети? Так ты же еще не знаешь, какие дети-то! Ну, учимся мы в одной школе, так здесь еще таких сотни. И тут директор начал зачитывать фамилии. Я шутила. Честно, я не хотела такого исхода. Асакура Кавашима. Ужас холодком сковал все тело, а сердце как будто перестало биться. Через пару секунд я все же смог заставить себя медленно повернуть голову в поисках Кагаме. Теперь все в порядке, я разобралась. Страшная женщина, я же говорила, что она страшная женщина. Эти ее слова и вчера показались мне странными, но тогда я и представить не мог. Кагаме стояла недалеко от меня и не выглядела особенно изумленной. Нет, конечно, какое-то удивление на ее лице легко читалось, но не более чем у остальных собравшихся. А директор все говорил и говорил. Когда мы вступаем в век стабильности, процветания и порядка, японская нация не потерпит мерзавцев, которые покушаются на самое дорогое, что у нас есть, на наше будущее, на наших детей. Кавашима, Асакура, еще те гопники. Возможно, Кагаме и ловко орудует кухонным ножом, но мне сложно представить, как она расправится даже с одним человеком, не говоря уже о 8. А если она их позвала в свой ресторан, там их накачала транквилизаторами, не знаю, снотворным, а потом во сне заколола. А кто знает? А кто знает-то? Она ненормальная, правда. И если бы не вчерашние слова, стал бы я сейчас подозревать именно ее. В конце концов, погибшие не были ангелами. Уверен, в той или иной степени терки у них существовали со многими. Репутация нашей школы, как в высшей степени достойного учебного заведения, которое превыше всего ставит не только знания, но и безопасность учащихся. Даже самые грустные поминки необходимо вовремя заканчивать, иначе они рискуют превратиться в скучную проповедь. Ник! Стоявший рядом Кёски уже некоторое время пытался привлечь мое внимание. Ну что, Кавашима, Асакура, тебе не кажется это странным? А должно? Все они связаны с Савамурой. Я тебе комиссар Мигре, что ли? Рявкнул я на него, но несколько громче, чем нужно. К нам тут же обернулись несколько школьниц и пару секунд с подозрением разглядывали меня. Это какой-то кошмар. Какой-то ужас. Я прошу вас с пониманием отнестись к тому, что в нашей школе будут проводиться следственные мероприятия, а также оказать всю необходимую помощь, если к вам возникнут какие-то вопросы у следствия. А к нам вопросы у следствия появятся, в этом можно даже не сомневаться. Я еще раз посмотрел на Кагаме, но на эти слова Киямы-сенсей она никак особенно не отреагировала, продолжая стоять с подобающим ситуации удивлением на лице. С другой стороны, а что, она должна была ухмыляться или биться в истерике? Обе крайности выглядели бы как минимум подозрительнее, чем то, как Кагаме вела себя сейчас. Однако я никак не мог отделаться от мысли, что у нее были мотивы, и пусть даже она тогда вряд ли бы пришла хвастаться мне. Сначала хладнокровно убила 8 человек. Охренеть! Потом, видимо, вымылась, сменила забрызганную кровью одежду, поужинала и поехала через весь город доброскать однокласснику, что разобралась с обидчиками. Причем даже не уточнив, как именно разобралась. С учетом только имеющихся фактов, эта ситуация выглядела совершенно абсурдной.
А вы, кстати, знали, что кровь очень долго не отмывается? Ну, типа, ты ее смываешь, а она потом остается, типа, очень-очень-очень долго. И там вот этими следаки могут всякими специальными лампами просветить и увидеть, даже там, спустя несколько лет даже остается. А порох, если кого-то там типа из пистолета мочкануть, порох вообще почти невозможно смыть. Но он, по-моему, не так долго, конечно же, держится, не несколько лет. Когда-то ты все равно помоешься достаточно тщательно. Вот, но, короче, вот это все. Вот так вот. Вот так вот. Ой, боже, это трэш. Это просто трэш. Нет, не смерть этих несчастных, а то, что я стою и всерьез про себя обвиняю в этом Кагаме. Мы не собираемся идти на поводу у этих подонков и поддаваться страху. Поэтому никаких изменений в нашем школьном распорядке я делать не намерен. Однако после 6 часов вечера все учащиеся должны покинуть территорию школы. О дате и месте проведения поминальной службы будет объявлено отдельно. А сейчас... Он остановился и тяжело вздохнул. «Прошу вас всех вернуться на занятия и продолжить учебу. Уверен, ваши погибшие товарищи этого бы хотели». Ну да, так и представляю, как Асакура корпит над учебниками. Впрочем, о покойниках или хорошо, или никак. Школьники начали медленно расходиться, большинство молчали, и лишь некоторые перекидывались отдельными фразами, больше шепотом. «Ник, пойдем?» «Ты иди, я догоню». Кёски, понимающе взглянул на меня, не стал спорить и вернулся в школу. Мне же нужно было поговорить с Кагаме, и сделать это нужно было как можно быстрее. «Чё ты кричишь? Не кричи, пожалуйста, не надо!» Однако меня опередила Эли. Она уже набросилась на Ивамуру. «Ты, тварь, убила моих друзей! Я знала, что ты ненормальная, но чтобы настолько...» И если бы на ее месте был кто-то другой, думаю, началась бы драка. «Девочки, давайте отойдем!» Школьники, еще оставшиеся во дворе, с интересом наблюдали за начинающейся перепалкой. «Нет уж, пусть все знают, что она сделала!» «Давайте отойдем!» – настойчиво повторил я. Взял их обеих за руки и отвел в сторону. «Отпусти! Я не собираюсь опять вести душеспасительные беседы. Виноваты они были или нет, уже не важно. Пара подколок – не повод для убийства». «Пара подколок», – усмехнулась Кагаме. «Вот видишь, она даже не отрицает. Элли, успокойся. Ну посуди сама, не могла же Кагаме одна, 8 человек». Я осторожно подбирал слова. «А кто говорит, что она была одна?» «Конечно, это ведь у меня целый взвод охранников», продолжила она неуместно иронизировать. «А тебе бы лучше следить за тем, что говоришь». «А то что, посадишь меня в тюрьму? Я не полицейский. Ну вот в полиции сразу поймут, что ты была с ними не в лучших отношениях. У меня с ними не было вообще никаких отношений. Зачем вызывать лишние подозрения? Ничего, в полиции разберутся. А если не разберутся, мы им поможем. Это угроза именно так. Жду с нетерпением». Кагаме действительно вела себя странно. Если загнан в угол, дерись. Однако было в ее поведении и что-то еще. Радость, торжество или гордость? Словно у преступника, которого ведут на казнь, желание напоследок плюнуть в лицо мучителям. «Иногда лучше промолчать». «А я к ней не лезла», — отозвалась Кагаме, нарочито игнорируя Элли. Несколько дней в камере сотрут эту мерзкую ухмылку с твоего лица». Многоточие, Кагаме ничего не сказала. Этот разговор надо было заканчивать, так или иначе. «Давайте не будем раньше времени никого обвинять». «Ник, не могу поверить, что ты ее защищаешь». Если я и защищал Кагаме, то делал это не намеренно. У меня просто в голове не укладывалось, как она могла за одну ночь убить 8 человек. Да это вообще трындец. А вообще-то существует такая вещь, как презумпция невиновности. Я не знаю, в 87 году как бы существовала эта вещь в Японии или нет, но как бы вот сейчас да. Мы же сейчас-то читаем. И сюжет написан тоже сейчас. Поэтому ничего не знаю. Никого нельзя заранее обвинять. Но выглядит все реально капец как странно. Просто максимально странно. И в отличие от Элли, меня больше волновал чисто технический вопрос, чем вопрос морали. Понятно, что мотивы у Кагаме были. Но если бы каждый подросток, над которым издеваются, так хладнокровно расправлялся со своими обидчиками, то наши школы утонули бы в крови. Ну, один расправится, другой не расправится. Ну, как бы исключать этого тоже нельзя. Довести можно любого человека. Это его не оправдывает совершенно никак, но
это все еще возможно. Посмотрите сводки новостей. Ты можешь как угодно относиться к Ивамуре, но просто посмотри на нее. Похожа она на маньяка-убийцу? Элли поджала губы и отвела взгляд. Это не важно. Кто еще мог? У них не было врагов. Я не могу. Элли иногда просто, вообще, такая наивная маленькая моя девочка. Это просто вообще не могу. Ну да, как же, продолжила ехидничать Кагаме. Да прекрати ты уже. Сама вчера сказала мне, что разобралась с ними. Ты-то, дурак, чё трындишь направо и налево? Сорвалось у меня с языка. Следить надо за своим языком, блин. Ее поведение было уже не просто странным, но и вызывающим. Что? Тут же встрепенулась Элли. А тебе лишь бы болтать. А что, ты собиралась скрывать это и от полиции? Ты мне можешь не рассказывать, что именно имела в виду, но когда говорила, что... когда говорила, что разобралась, но от них-то не скроешь, она поменялась в лице. Ты что, правда думаешь, что я могла, что я способна на такое? Да я не расстроена из-за того, что с ними случилось. Что же мне теперь, слезы лить, только чтобы меня не заподозрили? Нет, но хотя бы вести себя более адекватно. Адекватно чему? Сорвалась она на крик. Вашим ожиданиям? Да плевать я хотела. Я, пожалуй, действительно лучше с полицией буду говорить, если у них есть ко мне вопросы. Нет уж, подожди. Что значит ты с ними разобралась? Не лезь, а то тоже получишь. Нет, она только что сказала тоже. Пожалуйста, остановись. Вот реально, Кагаме, остановись, пока остановка не стала последней. Это какой-то уже просто сюр, реально. Замахнулась на нее Кагаме скорее для острастки, но я все же резким движением потянул Элли на себя, и она оказалась в моих объятиях. Господи, что за рыцарь. Ивамура же быстрым шагом вернулась в школу. О, господи, что... Подождите. Спокойно, я не могу. Я так не могу переживать такие события. У меня такого в жизни никогда не было. Вы что творяете? Ник, мне страшно. Я боюсь даже рядом с ней находиться. Я не знал, что ответить. Мы некоторое время стояли молча. Я крепко обняв Элли, а она положив голову мне на грудь. Наконец пришло время возвращаться в реальность. Я не оправдываю Ивамуру, но что? Кагаме можно было упрекнуть во многом, но она не была дурой и наверняка понимала, что скорее ее заподозрит не только Элли. И в таком случае подобное поведение казалось еще более странным. Ты всерьез думаешь, что она могла убить 8 человек? Я не знаю, что думать. Ну кто еще? И к тому же в одну ночь. Да, это важно. Если бы речь шла действительно о серийном убийце, то он скорее бы убивал своих жертв последовательно, но не одномоментно. Значит, следует искать связь, то, что объединяет всех 8. У них была одна тусовка, это понятно, но больше мне ничего в голову не приходило. Ты их лучше знаешь, знала. Я не утверждаю, что они всегда вели себя идеально, но разве так можно? У кого только рука поднялась. Элли разрыдалась, и мне пришлось вновь обнять ее, чтобы утешить. Но все, уверен, полиция быстро найдет виновного. Надеюсь. И мне очень тяжело видеть, что ты так защищаешь эту Ивамуру, потому что... Она надолго замолчала, словно и не собиралась заканчивать фразу. Просто не делай так больше. Многоточие. Обещаешь? Я не Ивамуру защищаю, а пытаюсь рассуждать логически. А я не хочу никакой логики. Я знаю, что она виновата, даже если не убивала их сама. Элли, но... Потому что до того, как она ударила Мику, все было нормально. И даже раньше... Мне был откровенно чужд такой эмоциональный фатализм, когда конкретным событиям, зачастую незначительным, приписывалась роль вершителей человеческих судеб. Странное заявление. Проверять его я, конечно, не буду. Однако Элли сейчас об этом говорить не стоит. Скоро уроки начнутся. Я имею в виду, что нам все равно надо как-то жить дальше, ты понимаешь? Угу. Тихо ответила она, вытерла слезы и отстранилась от меня. Но будь уверен, я сделаю все, чтобы убийца, кто бы он ни был, получил по заслугам. На меньшее и не рассчитываю.
Господи, а давайте закончим. А давайте вот как возьмем, закончим, потому что я что-то вообще офигела. Нет, ну слушайте. Я, честно сказать, этот сценарий воспринимала намного слабее. То есть это все еще обычный гаремник, это все еще вот эта вся штучка про выборы между девчоночками, но детектив, это всегда беспроигрышный вариант. Ну как? Типа, ну почти всегда. То есть детективом легко завлечь. Всегда прикольно не знать, рассуждать, там что-то сопоставлять и, ну, короче, как бы вместе с героями очень легко внедриться во всю эту штучку и начать как бы расследование свое в голове. Это всегда интересно, это всегда прикольно. Здорово, что авторы это внедрили, как бы додумались. Это прикольно, ну, как мне кажется. Вы, естественно, как всегда, свое мнение пишите в комментариях. Очень мне интересно его почитать и про судьбу, и про детективы, и про все вообще на свете. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других моих социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. Сегодня не будет пары. Почему? Очень сильный дождь в Ханое, их затопило, у них нет электричества. Не будет вьетнамского. Я тогда успею еще видосиков записать сегодня.